Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Всем огромный привет из Бангладеш. Мы отправляемся в трехдневный речной круиз по мангровым лесам Сундарбан. В поисках диких животных. Время начала 7 утра. Уже все проснулись, и гости корабля, и вся команда. И сейчас на небольшой лодке мы отправляемся до нашей первой локации, которая называется Андарманьк. Это центр экотуризма, небольшой лес. После того, как мы высадились на землю, сейчас все дружно идем по дороге. С нами есть сопровождающий с ружьем. Видимо, будет защищать нас в случае чего от диких животных. Кстати, они здесь водятся, вплоть до тигров бенгальских. Но увидеть бенгальских тигров в этом круизе — это большая удача. Поэтому сейчас мы проходим и видим группу небольших оленей. Также здесь водятся птицы, крокодилы, ну и какие-то другие животные. Сейчас мы по лестнице поднимаемся на обзорную площадку, чтобы посмотреть эту территорию свысока. Может быть, увидеть каких-то красивых птиц или животных еще. Пока мы видим лишь, как красиво восходит солнце. Сейчас мы поднялись на самый верх обзорной площадки. Здесь мы видим в том числе наш теплоход, который пришвартован совсем рядом, а также дорожку, по которой мы гуляли вдоль мангрового леса. Слышу пение птичек и такое спокойствие внутри. Несмотря на то, что здесь туманно, можно рассмотреть красивые деревья и насладиться приятной атмосферой. На территории этого экоцентра мы обнаружили небольшой заповедник с оленями. Здесь они обитают, подходят к людям и даже иногда едят травку. Продолжаем наше путешествие на кораблике. Я расскажу немного, как мы вообще решились на этот тур. Изначально про этот тур я прочитала у российской туристки и вроде бы ничего сложного в этом не увидела. Из города Шри-Мангал мы добирались до города Хулна двумя видами транспорта. Сначала мы на поезде доехали из Шри-Мангала до Даки, а потом из Даки доехали до города Хулна. Именно из этого города в основном все отправляются в этот тур. Существуют различные виды этого тура. Бывает трехдневный и так далее. Мы взяли себе 2 ночи и 3 дня. Но по итогу у нас получится 3 ночи и 4 дня. Так как мы вчера отправились в этот тур ночью. Мы приехали в 8 часов вечера в порт. И где-то, наверное, буквально через час отправились уже в наше путешествие. Потом у нас было барбекю, специально для нас его организовали, поели местной еды также, были танцы, гулянки практически. Ну, в основном у местных они включили свою местную музыку, но нам тоже было весело, потому что для них не только путешествие как достопримечательность, и этот мангровый лес Сундарбан, в тур, по которому мы отправились, является самым большим в мире и находится на территории 2 стран – Бангладеш и Индия. Ну а с сегодняшнего дня начинается активная программа на нашем, не побоюсь этого слова, круизе. Прежде чем показать вам обзор этого корабля, показать вам каюту, мы покажем вам завтрак, который уже приготовили для всех гостей этого теплохода. Сейчас мы будем наслаждаться нашим завтраком. Здесь подают свежие лепешки роти жареные. Также можно попробовать ливер с картошкой, цветную капусту и, конечно же, жареное яйцо. Также в любое время здесь можно сделать чай или кофе. Сейчас уже выглянуло солнышко.
Я нахожусь на нижней палубе корабля. Здесь в основном расположены каюты для гостей. Ну и давайте немного прогуляемся. Вот вы сейчас видели слева-справа расположены каюты. Наша каюта находится на верхней палубе, наверху. Ну а сейчас я дошел до носа корабля. Сам корабль не такой большой, но всем гостям здесь есть место разместиться, где, наверное, порядка 15 гостей на корабле и столько же членов команды. Наш корабль называется Sunshine. Здесь также мы можем видеть капитана за штурвалом. Давайте уже поднимемся наверх. Река, по которой мы идем, называется Села. Мы даже уже видели крокодилов вдалеке. Ну а сейчас давайте покажу вам верхнюю палубу, на которой мы с вами находимся. Сейчас справа мы проходим каюту, в которой мы расположились. Покажем вам ее чуть позже. Ну и выходим на основную часть, в обеденную зону. Здесь есть несколько столиков для гостей. Можно расположиться как за столиком. Также можно пройти в дальнюю часть корабля и расположиться на корме. Здесь есть мягкие сиденья. Можно расположиться на корме, на мягких подушечках, также наслаждаться видами. Здесь также есть два умывальника, две раковины с водой, с мылом. И с другой стороны то же самое. Ну и как мы уже говорили, в любое время чай, кофе можно сделать. Здесь обычно готовят еду, включают музыку. Ну и сейчас мы отдыхаем. Нам принесли какие-то уже сладости местные. Такие сладкие пончики и кекс. Пришло время показать вам нашу каюту. Как вы видите, у нас есть даже окно. И с помощью окна мы попадаем в нашу каюту небольшую, но все удобства здесь присутствуют. Во-первых, конечно же, это кровать двухспальная. Есть кондиционер, который не очень-то нам и требуется, потому что сейчас погода немного прохладная. Есть крючки, полочки. Здесь пока стоят наши вещи, еще не разложены. Также у нас есть ванная комната, есть зеркало. Здесь тоже есть зеркало, раковина, душ, туалет, полотенце, мыло. Но при этом вода только холодная, поэтому нужно быть к этому готовыми. Если до этого мы шли по реке, то сейчас мы приближаемся к Бенгальскому заливу. А также приближается обеденное время, поэтому сейчас я вам покажу, что дают на ланч. Здесь мы видим много риса, курица. Даже есть рыбка с овощами. Вот такая вот в карри-соусе небольшая. Картошечка, овощи. Сейчас у нас время ланча. У нас здесь рыбка, курочка, рис. Ты будешь вот это? Чуть-чуть. Это, наверное, чесночная заправка. Несмотря на то, что это традиционный ланч Бангладеша, достаточно очень вкусно. Тушеные овощи, местные специи. Все горяченькое, свежее. What name of this? Bangladeshi. Bangladeshi. Такая местная сладость, которая называется доти. Из горшочка положили на тарелочку, и принцесса-малышка ее поедает. Похож на очень плотный сливочный йогурт с небольшой сладостью.
Сейчас мы высадились на берег и будем гулять по заповеднику, который называется Котка. Сейчас мы видим множество оленей, пробегают обезьяны, к сожалению, с этой камеры не видно, пытаемся снять большой, но они быстро убегают, как только видят людей. Там сейчас была такая интересная картина, олени вместе с обезьянами. И не знают, кто куда убежать, пробегают сразу в разные стороны, потому что слышат наши голоса. На этом материке хочу отметить необычный ландшафт. Здесь такая, знаете, сухая трава сейчас, так как в Бангладеше зима в январе, поэтому многое здесь высушено. Деревья невысокие, и поэтому животных можно хорошо рассмотреть, но только глазом, а не камерой. Неудивительно, что оленей увидели мы именно здесь, потому что у них находится конкретно здесь источник водопоя, поэтому, когда приезжаете в этот заповедник, животных можно увидеть именно здесь. Такой ландшафт, как здесь, прямо, знаете, напоминает саванну. Здесь не хватает каких-нибудь гольф-каров, на которых можно ездить и смотреть на этих животных. Ну а так они пугаются немного шагов и разбегаются сразу же. Идем по мягкой травке, сходу, знаете, по газону какому-нибудь. Такое ощущение, как будто в нашей группе прибавилось количество человек. Все восторженные, смотрят на животных. Вон опять обезьяна там убегает. Преследую здесь одну обезьяну, пока я немного оторвалась от группы. Привет! Привет, красавица! Кто у нас здесь такая? Приветики! Куда ты пошла? Куда ты пошла, красавица? Так просто ты от меня не убежишь. В порядке. На меня чуть не напала обезьяна. Она смотрела на меня, потом решила напасть. Каждый развлекается по-разному. Кто-то вот... I bring him for you, for both of you. He had taken mud bath. Oh, for me, no. He had taken mud bath. Okay, Oh, no. Only for me. Only for him, yes. Okay. Like a tiger. Okay, like... Ma'am, how do you feel? Take a How picture with- he feel? I don't know. I think that he feel himself amazing. Do you want to take a mud bath? The lucky one that you want to take a mud bath? No, I don't want. И вот такой вот, друзья, у нас тигровый раскрас. Тигры мы не увидели, но хотя бы немножко измазались в грязи. Будем надеяться, что в тигровый. অসাধারণ ফিলিংস আমি পুরোপুরি ওনার সাথে দেখেছিলাম উনি যেভাবে কাদার ভিতর লাফালাফি করলাম আসলে এমন একটা মানুষ। В итоге наша прогулка длилась 2-3 часа, и мы обратно вернулись к лодке и плывем на наш теплоход. Скоро у нас будет ужин, а потом наконец-таки отдых. У нас очередной прием пищи. Я так понимаю, что это полдник. Приготовили нудлс. Это похоже немного даже на доширак без бульончика. Добавляют сюда еще кетчуп и разные овощи. Да, действительно овощной доширак. Ребята, всем доброе утро. Время 6:30. Сейчас мы перекусываем чаем, печеньками. Это такой еще до завтрака перекус. Наша группа вот собирается внизу, в лодочке. Собираемся отплывать.
смотреть на очередные чудеса местные. Вчера вечером, кстати, надо сказать, что мы вам не показывали еще ужин. На ужин давали курочку, рыбку, рис, овощи. А также в 9 часов вечера у нас еще была, ну, здесь это называется ночное сафари, но больше было похоже на вечернюю прогулку. То есть в кромешной тьме с помощью фонариков светили, смотрели животных, никого не увидели, но сама прогулка была интересная. Сейчас допиваем чай, доедаем вот такие вот вкусные печеньки, которые дают с утра. И спускаемся вниз в лодку в нашу группу. Мы сейчас вновь находимся в заповеднике, который называется Котка. Там же, где и были вчера, но на другой стороне реки. Получается, ночью наш теплоход находился на месте. Сегодня мы проснулись и отправились на другую сторону. Ну что ж, посмотрим, чем нас порадует заповедник Котка сегодня. Как всегда, с нами наш великий рейнджер с ружьем. Надеюсь, в случае опасности он сможет нас защитить от диких животных. Ну, такие дружочки к нам прибежали сюда. Любопытные. Сегодня они слишком смелые, подходят близко. Значит, хотят что-то отобрать. Команда нашего тура собрала специально ветки для оленей, чтобы их приманить, они могли кушать, а мы с ними фотографироваться. Сейчас мы во время отлива подошли к берегу. Здесь красивые виды, пальмы, деревья, какие-то интересные зеленые кочки. И получается вот такая вот замечательная картинка, где можно пофотографироваться, полюбоваться восходом солнца. По всей видимости, здесь есть местное население, которое проживает в таких разрушенных домах. У них есть свое хозяйство, свиньи, которые здесь разгуливают, кошки, слышен крик куриц. Уже возвращаясь обратно, увидели судно с местными ребятами. Они здесь, видимо, рыбачат, еще что-то делают. Ну, в общем, а мы возвращаемся на нашу лодку. И с нашей лодки мы поплывем обратно к нам на теплоход. Такой техники, конечно, у нас нет, чтобы пытаться разглядеть с корабля животных. Но мы видим здесь немного оленей. И говорят, что скоро мы вновь будем сходить на берег. Организаторы этого тура попросили снять со мной небольшой видеоролик, поэтому они сейчас плывут на лодке с камерами, а я сейчас нахожусь на крыше этой лодки. Так, наша актриса возвращается со съемок. Как прошел ваш первый съемочный день, пожалуйста? Бесплатно. Теперь давайте посмотрим, чем нас будут кормить на завтрак. Возьмем немного риса. Рис — это неотъемлемая часть любого приема пищи. Также мы видим здесь рыбку. What is it? Яйцо во фритюре. It's egg. Egg? Yeah. Можно попробовать? Да, одно. Ну и немного овощей. Здесь у нас что? Типа баклажанчиков каких-то, да, или перчика. Давай попробуем, это интересно. Даже возьмем 2 штучки.
много стараемся не набирать, потому что кормят здесь часто, а также еще приносят дополнительно для нас какие-то вещи более привычные нам. Вот, допустим, сейчас мы видим здесь хлеб, джем, масло. В итоге у нас завтрак, просто стол ломится. Нам принесли мало того, что еще и колу, принесли дополнительные яйца вареные. У нас вкусный хлебушек с маслом. Хлеб, кстати, действительно очень вкусный. И вот хочу попробовать яйцо в панировке. До этого подобное вроде не пробовали, но именно подобные. Пробовали различные виды, но вот в такой панировочке не пробовали. Итак. О, любят, конечно, любят они делать панировку из соуса карри. В карри они делают все. И рыбу, и курицу, и баранину. Вот яйца тоже. Но попробуем наши классические. Классическое яйцо, давай попробуем. Прям рукари, как местные. Как они его вкусно сварили. Реально шикарно. Ой, идеальный Да. мешочек, я бы сказал, мешочек такой. Класс. Вот что значит популярность. Смотрите, принцесса-малышка у нас на очередной фотосессии. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 камер и плюс еще моя. Но флаг Бангладеш, замечательная река, способствует этому. Но самое важное в этой съемке, знаете что? Носочки. Совсем скоро у нас будет следующая остановка, а пока наблюдаем из нашего корабля на крокодила, который загорает на солнышке. Окей, thank you. Вот такой вот перекус периодически. Нам встречается в данном случае бананчики. Мы вновь погрузились на лодку, сейчас отправляемся к 2 островам. Один называется Димер, второй Пакир. Вот такое огромное перо. Только что скинула птица сверху. Орлиная, да? Ну, мне показалось, что это аист, если честно. Ну, нет. В общем, перо классное. В итоге у нас очередная речная прогулка. Проплываем вдоль островков, вдоль мангровых лесов. Также сейчас встретили местного рыбака, посмотреть на его улов. Увидели несколько небольших рыбешек. Ну, думаю, одна из них сегодня окажется у нас на ужине. И вот на одном из этих островов мы даже высадились. Это остров Димер. На карте он обозначен как Димер-Чор. Но Чор, видимо, означает, что остров. Уж не знаю, чем он примечателен. Здесь немного песка, немного зелени. Но в целом, животных какого-то райского здесь места нет. Вот так предлагают местные жители собирать мусор, развешивая его на ветках. А вот лодка, на которой мы обычно плаваем. В этом месте предполагается, видимо, купание в более теплое время. Ну вот мы видим, что местные ребята с круиза у нас по колено заходят. Им достаточно весело. Но мы, пожалуй, переждем на берегу. У нас очередной обед. Курочка, рыбка, рис, соус, овощи. Ну и про наш кальянчик не забываем, который у нас с собой. Сейчас у нас очередная поездка, можно сказать, практически на закате. Сейчас у нас что-то типа речного сафари. Едем на небольшой лодке со всеми участниками нашей группы. Вот,
снова любуемся на красивые пальмы, неспешно плывем и, возможно, увидим каких-то животных. Встретили других туристов, которые также были по этому каналу на лодочке. Мы тоже практически завершаем в одну сторону свою речную прогулку. К сожалению, животных было не замечено. В целом неудивительно. Вот. Знаете, это больше так похоже на прогулку вокруг красивых мест. Вот. Но подробную видеосъемку не веду, потому что в целом виды не отличаются. Это только вот любители природы, которые любят проводить время на природе, отдыхать и так далее. Я думаю, что вот такой вот понравится. Вот. Но грустно, что животных мы все-таки не увидели. Приметили все-таки одно животное. Вдалеке гуляет очередной олень. На столбе заметили сидячего орла. Очень статно он сидит, красиво. Причем видели прилетающих птиц, которых здесь называют кингфишер. Сейчас мы высадились и, видимо, пойдем еще гулять по очередному экоцентру. Сейчас мы гуляем по лесу, который называется Шундарбан, потому что основные деревья, которые здесь произрастают, называются шундар. Вот такую вот информацию подсказал сотрудник этого тура. И, как оказалось, перевод вот этого дерева, название, будет как «красивый». Потому что это бенгальское слово. Но здесь и действительно красиво. Узкая кирпичная тропинка. И вокруг множество красивых деревьев. The back side is silver and the front side is green. The name of the tree is Shundari and the Sundarban name same CR. Вот это вот как раз дерево шундари, как с одной стороны зеленым цветом листочки у него, с другой стороны такой выцветший зеленый цвет, но местные его называют серебристым. Примечательно, что даже указатели здесь все на бенгальском языке, даже нет на английском. Сейчас мы приближаемся к порту, который называется Кулнати, и он считается достаточно опасным портом, потому что, как говорят, здесь водятся тигры. Эти загадочные тигры, которых мы, видимо, не увидим так до конца своей поездки. И знаете, что самое примечательное? Я поговорила с местными путешественниками, внутренними туристами. Они обожают свою страну, и они вот в этот тур ездят каждый год. И некоторые туристы сюда приезжают уже 8-й или 10-й раз, и они говорят, что вот за все это время они ни разу не видели тигра. Но они продолжают сюда приезжать в надежде, что когда-нибудь они встретят это хищное животное. Очень интересное дерево, потому что здесь зеленые и красные листочки. Но нам-то нечем удивляться, потому что осенью у нас в России всегда так. А здесь это удивительно, и называют это дерево флагом Бангладеша, потому что у них флаг состоит из зеленого и красного цвета. Сейчас мы гуляем по пляжу, здесь встретили, кого бы вы думали, снова черную большую хрюшу, которая размеренно идет к водопою. Сейчас по этому самому опасному мостику пробираемся снова к нашей лодке и возвращаемся на корабль. Как нам сказали, у нас на самом деле остался один спот, то есть еще одна локация, которая будет завтра. И там будет что-то типа заповедника крокодилов и черепах. Надеюсь, мы их увидим. Сейчас у нас проходит барбекю-ужин. Помимо курицы барбекю, у нас еще здесь дал. Это местный суп. Фрукт-салат. Фруктовый салат. Окей. И рыбка огромная барбекю. Такие местные вкусности. Теперь попробуем рыбку барбекю.
Сегодня на экскурсии у нас ловили рыбу, поэтому рыбка свежайшая. Очень вкусно. Поужинали, теперь будем отдыхать. Увидимся уже завтра. С наступившим добрым утром. Мы его встречаем сейчас на лодке, отправляемся опять на берег. И тут встретили продавцов, которые к нам подплыли. Продают они не что иное, как кокос. Сейчас узнаем стоимость и попробуем один. Взяли себе кокосик, а точнее местные туристы угостили. Стоимость такого кокоса 150 тако. Сладенький. У входа в национальный парк, в который мы приехали, мы видим огромный макет. Здесь обозначены основные туристические зоны мангрового леса Сундарбан. Мы сейчас с вами находимся в Карамджал. Вот эта точка, а до этого мы были в Котке. Также еще проплывали и смотрели другие достопримечательности этого места, этого района. Из любопытного еще видим здесь яйца крокодила, которые чуть больше, чем обычные. Ну а также лапы бенгальского тигра, вернее его следы. Ну, хотя бы следы увидели, уже неплохо. В национальном парке Карамджал разводят оленей. Здесь также очень много мартышек, очень забавных. Каких-то даже можно увидеть в мусорном ведре с бутылкой. Еще они пытаются зачастую отнять у туристов телефоны, камеры, поэтому будьте осторожны, если приедете в этот парк. Взяли специальную травку, которую сейчас будем кормить оленят. Это место похоже на ферму с небольшими вольерами для оленей, крокодилов, возможно, еще каких-то животных, которых мы еще не видели. Сейчас я вам покажу крокодила. В этом заповеднике также есть пруд с двумя крокодилами. Одного из них зовут Ромео, а вторую, несложно догадаться, что Джульетта. Пытаемся их подозвать поближе. Сейчас мы гуляем по территории парка на таком уже привычном для нас бетонном небольшом мостике. Слева-справа видим мангровые леса, болотистые, все в воде. Снизу торчат вот эти интересные корешки различных растений, деревья сверху. Также в этом парке есть башня, так же, как и в других экологических центрах. Можно подняться и посмотреть на виды сверху. Помимо этого, можно встретить множество продавцов, которые торгуют местной продукцией. Какие-то чипсики, воздушный рис, фрукты. Спустя примерно час нашей прогулки мы собирались уезжать с этого места и видим, как огромное количество туристов прибывают в этот национальный парк. Место очень популярное, недалеко от города, поэтому сюда их свозят целыми катерами. Видим лишь местных жителей, туристов здесь по-прежнему мы не замечаем. С нами иногда фотографируются, спрашивают, откуда мы, но все очень-очень дружелюбны.
Вернувшись с национального парка, мы на нашем корабле вновь пообедали и уже потихоньку подъезжаем обратно в город. Подходит к концу наш 3-дневный круиз речной. Мы впервые отправляемся вообще в подобные путешествия, до этого у нас не было такого опыта. Об этом круизе мы узнали совершенно случайно, написали агентству, предложили им рассказать о них нашим подписчикам, и они пригласили нас сюда совершенно бесплатно. Актуальную информацию о стоимости данного тура вы можете посмотреть на их сайте. Также у них есть другие программы, другие круизы на 1 день, на 2, там, на 2 ночи, на 3 ночи. Вот у нас, допустим, был круиз, получается, на 3 дня и 3 ночи, правильно? Да, все верно, 3 дня и 3 ночи. Сайт называется Mission Sundarban. Как всегда, оставим ссылку в описании под этим видеороликом. Обязательно чекайте. Хотим рассказать о плюсах и минусах этого круиза. Из плюсов это, конечно же, много природы, животных, таких как олени, мартышки, крокодилы, большое количество птиц. К сожалению, бенгальского тигра увидеть не удалось, но мы знаем, что некоторые счастливчики его здесь все-таки видят. Еще один несомненный плюс – это большое количество речных прогулок, будь то на лодочке, либо иногда пешком вдоль национального парка. Возможно, нам, как бывалым туристам, не так заметно преимущество всего этого национального парка, как локальным туристам. Пообщавшись с ними, мы поняли, почему они ценят так это место. Потому что в Даке или в Пуне или в других городах очень шумно, очень пыльно. И они выезжают в этот регион для того, чтобы расслабиться, отдохнуть и побыть наедине с природой. Еще один нюанс, который стоит отметить, это еда. С одной стороны, это плюс, потому что еды было очень много. У нас был и завтрак, и обед, и ужин, были перекусы постоянно между завтраком, обедом и ужином. Было много дополнительных опций для нас. Например, на завтрак нам приносили вареные яйца, тосты, варенье. Для других туристов, конечно, такого не было, потому что они даже это не любят. Да, они очень любят рис и карри. Вот, мы тоже это любим, но не в таких количествах. Поэтому с едой стоит учитывать. Из минусов хочется отметить отсутствие горячей воды, поэтому некие спартанские условия присутствуют. Все-таки это не огромный круизный лайнер, а местный небольшой теплоход. Завершая этот выпуск на хорошей ноте, хочется отметить, что мы много общались с местными людьми, узнали об их жизни. Также здесь были еще travel-блогеры, с которыми мы тоже пообщались. Обменялись контактами, да. Все было очень душевно и дружелюбно. А если вам понравился наш выпуск, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Еще увидимся в Бангладеш. Всем до новых встреч, всем пока! Всем пока, ребята!